Ухелянд бежал с окраины, шапка на бекрень. Дамы и господа, друзья, адекватные зрители, здравствуйте. У меня для вас одна история. После всех этих роликов, которые я выставил в соцсетях, со мной связался один человек, мы с ним встретились, живет он недалеко, и поговорили. И он рассказал свою историю. Я хочу поделиться с ней. Фамилия вымышленная, я не буду называть, назовем Гофман. Гофман — это довольно распространенная фамилия, это в Германии. И вот этот господин Гофман мне рассказал историю. В 1780-х годах первые предки его приехали в Россию, так как Екатерина II позвала. Они освободились были от налогов, они освободились от воинской службы, получили подъемные, зажили очень красиво, хорошо, построили свои хутора. Это Запорожская область была. Тогда ее не было, такой области, да, в общем, богато жили. Свои хутора и очень много было. Нанимали работать они местных. Вы поняли, кого нанимают работать. Но, говорит, это ужас был, так как... Это все, откуда это он знает, он тоже это знаю, так как все ведут Фамилиенбуch. Это книга, где записывают, кто родился, кто крестился где, кто с кем и когда, и, в общем, типа долговой книги такой, только не долги, это там пишут именно о своей семье, что случалось. И нанимали они местных работать. Говорит, неделю работает, зарплату даешь, он неделю пьет. Потом его неделю хрен найдешь где. Приходит через 2 недели, говорит, возьми меня опять на работу. Ну вот так вот жили, перебивали, сами работали. Но в те времена, говорит, даже у них уже, у этих немцев, были черепичные крыши, стояли стекла в окнах. Стекла, да. Когда местные жили в мазанках, бычий пузырь натягивали на окна, и соломенные крыши были. Глинобитные мазанки такие. Все описано. Он показывал даже то, что я не смог это сам прочитать, то, что таким почерком было написано, но когда он тебе объясняет, что это за буквы, да, ты видишь все это, начинаешь сопоставлять, так как машинок не было, да, печатных компьютеров тоже. Ну и вот, жили прекрасно, хорошо, в общем, и когда свершилась революция, советская власть пришла. Что вы знаете? Те работяги, которые у них работали, они побежали в советскую власть, они первые вступили в комиссариат всякий и пошли раскулачивать этих немцев. Угу. Кое-кого по лагерям, ну тогда еще не так сильно это было, в принципе, кое-кого по лагерям, кое-кого расстреляли, говорит. Ну, семьи большие были, очень семьи большие, все записано. Ну, вроде все успокоилось, устаканилось, жили. Жили, опять не тужили, жили не бедно до войны. Вторая мировая, отечественная. И что случается? Эти, которые первые побежали местные к советам, они бегут к немцам. Когда вермахт вступил на эти земли, они бегут к немцам и вступают в полицаи. Представляете? И опять они бегут к немцам, вступив в полицаи, и начинают рассказывать то, что вот это, я ничего не имею против наций, ничего никаких, что это, говорит, тут проживают евреи богатые. Разберитесь, пожалуйста. Ну, какой-то отряд идет в эти хутора, в этот хутор, начинают разбираться. Но я уже говорил, люди ведут Фамилиенбуch, да, очень-очень много лет. И молодой офицер вермахта увидел Фамилиенбуch, ему показали, все на немецком с ним разговаривали, да. То, что эта семья, штамм был с Кальва, это Шварцвальд. И молодой офицер, он тоже был с Кальва. Ну, с тех регионов, Шварцвальд, скажем, да. Так. И он возмутился, почему это так. Ну вот, объяснили ему так и так. Там они даже нашли одинаковые названия поселков, да, в Германии, где кто проживал. Ну, в общем, ничего не случилось, все хорошо. Остались живы немцы. Ну, а с теми, кого полицаи предали, с полицаями и их поселкам, в общем, кирдык, да. Так как надо было как-то наказать за эти провокации всякие. Вермахт подкармливал немецкие семьи, да, оставлял тушенку, оставлял то, привозил мясо, в общем, да, но все равно немцы есть немцы, скажем так. Местные все это видели. После того, когда немцы отступали, ну то есть вермахт отступал, они предложили им
уйти с ними обратно в Германию. Но они сказали, нет, мы не вернемся, так как мы в России родились уже, да, это второе, третье поколение жило. Говорит, мы останемся здесь жить, нам этого не надо. Немцы отступили, пришла советская власть, опять красные пришли. И что вы думаете? Вот эти местные, которые предали их раз, когда пришли советы, предали их второй раз, когда пришел вермахт, они идут к советской власти, те же самые, вот эти Ганны, Татарасы идут в Красную армию и говорят, вон там живут семьи, которые сотрудничали с вермахтом. Вы представляете, что они творят? И начинаются разборки. Ну, а вы знаете, какие были разборки в те времена. Расстреляли дедов по лагерям, в Казахстан отправили. Все изъяли полностью. Так что, ребятки, он очень злой. И он говорит, это невозможно. Это просто невозможно. И я думаю, то есть у многих в фамилиях записаны такие вещи, да. Доверять и верить это невозможно. Я говорю, тут никогда не буду помогать и не советую делать. Вот как-то так. А на данный момент он судится, вернее он не судится, он уже отсудил, так как же Украина же хочет вступать в Евросоюз, типа, да, и они подмахивают в Европе очень сильно. После того, как он подал в суд, в общем, он смог, здесь нанял хороших адвокатов. Те земли, которые принадлежали ему, смог это все доказать. С годов 1780-х он смог все это доказать на бумаге. Принадлежат ему это гектары черноземельной земли, в общем, да, на Украине. И он это отсудил себе. Ну, еще идет немножко бумажная волокита. И то, что он мне сказал, я просто сам охренел. Он говорит, знаете, Сергей, что я сделаю? Первым делом я вывезу каждый метр чернозема оттуда. Просто вывезу. Это моя земля. Я имею право с ней делать, что хочешь. А потом я, говорит, эту землю сдам в аренду американской компании, чтобы они там построили химический завод. Вот просто тупо, я, говорит, так сделаю, все, она мне не нужна. Я суд выиграл, и я это сделаю, говорит. Как они поступили, говорит, так и я поступлю. Вот, ребятки, такая история. Такая история.